Всем привет! С вами Банана Мастер. Сегодня мы вспомним все, что проходили ранее по циклам. Начнем с самого первого вопроса. Из чего состоит любой цикл? Дам вам пару секунд подумать, а потом скажу правильный ответ. Правильный ответ. Любой цикл состоит из трех главных вещей. Первое. Создание переменной. Второе. Условия с той самой переменной. Третье. Изменение нашей переменной. Пропишу самый простой цикл for, который работает от 1 до 5. Для этого ставлю ключевое слово for, круглые скобки, создаю переменную, то есть первый этап. Далее условия с этой переменной, изменения той самой переменной. В теле цикла буду консолить I. В такой конструкции, когда я кликну на кнопочку, я увижу, что наш цикл работает от 1 до 5. Если разбирать, как наш цикл работает более подробно, по шагам, давайте изначально я сделаю более простой цикл от 1 до 3, вот так вот. Ну, данный цикл работает так. Клик, 1, 2, 3. Так вот, чтобы мы поняли, как это работает более детально, сделаем легкую диаграмму кода данного цикла. Когда я кликаю, вызывается наш цикл. Первым действием он делает что? Он создает переменную I. То есть вот это наше самое первое действие. После выполняются условия. То есть вот это. Где мы сравниваем I и меньше ли он, чем 3. По факту меньше, значит выполняется тело цикла, то есть то, что написано между фигурных скобок. В данном случае оно законсолит 1, потому что I 1. Следующим этапом у нас, как только тело цикла было закончено, выполняется увеличение переменной I на 1. Вот так. По итогу после этого действия, если I раньше был 1, стал 2. Далее заново выполняется что? Условие, вот это, по-прежнему true, и если условие true, выполняется тело. Дальше, как только тело было выполнено, это действие повторяется. Но при повторном вызове данного действия, при увеличении I уже 3, условие по-прежнему true, и в консоли вижу троечку. Как только тело цикла было отработано, эти строчки пытаются выполниться заново. Но при повторном выполнении наш I уже равняется 4. Как только это условие будет отрабатывать, в данном моменте оно даст уже false. Ну, так как I уже 4, а 4 как бы в таком условии дает false. И если условие не выполняется, тело цикла не вызывается. Таким образом, наш цикл был закончен, и он работает от 1 до 3. Когда пишете циклы, будьте очень внимательны и не сделайте случайно вечного цикла. Вечный цикл — это тот цикл, который никогда не закончится. А если быть более точным, это тот цикл, в котором данное условие никогда не даст false. Давайте сделаем вечный цикл, чтобы убедиться или увидеть, как это работает. Вместо плюс-плюс я поставлю минус-минус. И в данной конструкции это уже будет вечный цикл. Как только я кликну, ну, видно, да, получается, он не останавливается, браузер даже подвисает. Это нормально. В такой ситуации нужно срочно закрывать вкладочку и закрывать порт. Перезапускать наш файлик заново. Это вот так получается. Окей. Почему произошел вечный цикл? Если мы внимательно посмотрим, ну давайте по макету, это и диаграммы кода. Значит, что у нас происходит? Первое действие такое же, создали переменную, условие дало true, выполнилась консоль. Следующее действие I минус-минус. Чтобы более детально понять, как работает вечный цикл,
Давайте переделаем нашу диаграмму кода под такой вариант. Изначально у нас одинаковые действия, где I у нас равняется 1, условие дает true, выполняется что? Выполняется консоль. После изменения переменной. Но здесь у нас уже минус-минус. Минус-минус приводит к тому, что переменная будет равняться нулю. А значит, условие по-прежнему true, и в консоль выводим 0. При повторном вызове опять I минус-минус, и I уже равняется -1. Условие true, в консоли I. При следующем вызове I после этого минус-минус будет равняться уже -2. И в данной конструкции условие дает true. Ну, так как у нас -2 меньше, чем 3. И это значит, что отрабатывает тело цикла. И вообще данная запись вот эта вот будет выполняться вечно, бесконечно. Потому что сколько раз бы не отработал этот минус-минус, он все равно не приведет к тому, чтобы данное условие дало false. Оно всегда будет трушное. Мы по факту опускаем нашу переменную I бесконечно вниз. Но бесконечно вниз это все равно true. На этом этапе будьте очень внимательны. Вечный цикл сделать очень просто. Главное сразу же закрыть вкладку браузера и исправить наш цикл. Окей, давайте вернемся к нашему циклу. Первое. Сделаю опять конечный цикл, и пусть он работает до 5. В этот раз что мы сделаем? Давайте на экране создадим 5 параграфов. Что для этого я сделаю? Во-первых, переменную res, в которой буду закидывать результат каждого вызова цикла. В самом res, развернутую запись пишу, сделаю res плюс новое значение. Новое значение это у нас параграф. Давайте даже через шаблонные литералы. Внутрь параграфа передам I. В самом конце мне этот I нужно будет вывести. У меня уже есть дивчик, это out1, который я ранее подключал. В него я выведу res. И нажимаем на кнопку, чтобы проверить, что получилось. Клик. Отлично. Если же я хочу, например, вывести 5 не параграфов, а, например, тегов h1, вместо пешки пишу h1, кликну повторно, явно заметно, что появились изменения. Окей, идем дальше и поговорим про не сильно сложные моменты. Например, у меня возникает такой вопрос. А как сделать так, чтобы цикл работал не от 1 до 5, а от 1 до 20? Вопрос очень простой, поэтому я сразу перейду к ответу. Вместо пятерки вот здесь напишу 20. Все, кликаю и видим уже до 20. Следующий вопрос, уже посложнее. Подумайте, дадите ответ на него. А как сделать так, чтобы визуально я увидел только нечетные цифры? 1, 3, 5, ну и до 19 получается. Дам вам пару секунд подумать и скажу правильный ответ. Правильный ответ таков. Вместо того, чтобы увеличивать нашу переменную на 1, я вот здесь напишу другую запись. I равно I плюс 2. И в такой конструкции при клике нечетные цифры. То есть, что я хочу этим сказать? Если вам нужно изменять количество срабатываний цикла, то все ваши изменения должны касаться только вот этих вот 3 пунктов. Но имеется в виду создание переменной, условия с переменной, изменение переменной. Хорошо. Тогда давайте, чтобы это все закрепить. А как сделать так, чтобы мы визуально увидели только четные цифры? Ну, имеется в виду 2, 4, 6, 8, ну и до 20. Посмотрите, что здесь нужно скорректировать, чтобы у нас это получилось. Дам вам пару секунд подумать и напишу правильный ответ.
правильный ответ. Значит, от 2 до 20. Первое мое изменение — это здесь, от 2. Хорошо. Условие от 2 до 20 написано верно. Изменение тоже верно. Это единственное мое изменение. Я поменял здесь циферку из 1 на 2, и все. Клик, и только четное. Отлично! Хочу вас поздравить. Мы прошли все, что нам нужно для написания третьего модуля. Наш уровень с каждым модулем сильно растет. Ну и сложность нашего кода также увеличивается. На всякий случай не волнуйтесь, вложенных циклов дальше у нас особо не будет. Они, если будут возникать, я буду про них очень детально рассказывать, и в основном вы сами их писать не будете. По крайней мере, пока что. Вложенный цикл — это такой сильный буст для ваших знаний. И если вы с ними справились, то в реальном коде вам с этими циклами будет крайне просто. Скажем так, вас уже ничем не удивишь. Ну хорошо. У нас впереди 3 контрольных. Все эти контрольные нужно решать только через цикл for. Не забываем, что существует еще такой цикл, как while, но из-за того, что он используется крайне редко, из-за недостатка практики вы просто его не запомните. Ну и плюс практически все можно решить, используя только for. Желаю вам удачи в выполнении контрольных. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.